Израильская разведка заявила о предотвращении покушений на высокопоставленных чиновников и срыве планов Ирана. Белый дом поставил условия Саудовской Аравии. Ядерная сделка возможна только после присоединения королевства к Авраамовым соглашениям. Цена нефти снова выше $100 за баррель. Новый украинский главком резко высказался о Путине и праве Кремля на существование. Канада отказалась праздновать открытие моста с США. Евросоюз оштрафовал Google на $1 миллиард, а в исследовательском центре Нью-Йорка собираются производить чипы будущего. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Израильская разведслужба Моссад заявила о предотвращении предполагаемой операции, которую, по ее данным, готовили иранские спецслужбы. Как утверждают в канцелярии премьер-министра Израиля, Министерство разведки Ирана через посредников вербовало иностранных граждан для сбора информации о высокопоставленных израильских чиновниках и подготовки возможных нападений. По данным Моссада, совместно со службой внутренней безопасности Шин Бет и зарубежными партнерами были сорваны десятки предполагаемых атак. В заявлении также говорится, что расследования помогли выявить участников сети и предотвратить возможные жертвы. Иран официально эти утверждения не комментировал. Белый дом заявил, что соглашение с Саудовской Аравией по гражданской ядерной энергетике возможно только при условии присоединения Эр-Рияда к Авраамовым соглашениям. При этом после заявления Дональд Трамп с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом пока не разговаривал. Президент хочет, чтобы эти страны присоединились к Авраамовым соглашениям. Это было одним из самых значимых достижений его первого президентского срока. И он по-прежнему стремится расширить эти соглашения, чтобы в конечном итоге Ближний Восток стал мирным и стабильным регионом. Да, соглашение с Саудовской Аравией в сфере энергетики, с точки зрения президента, зависит от выполнения этого условия. Мы продолжим переговоры с нашими саудовскими партнерами, чтобы завершить сделку, и надеемся увидеть их присоединение к Авраамовым соглашениям уже в ближайшее время. Как вы знаете, президент всегда является главным участником переговоров. Он неоднократно говорил об этом и раньше. Я могу предоставить вам его прежние заявления. Он ясно сказал, если Саудовская Аравия не присоединится к Авраамовым соглашениям, сделки не будет. Поэтому мы продолжим обсуждение этого вопроса с нашими саудовскими партнерами. Президент уже разговаривал с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом после объявления этого нового условия. Как вы знаете, президент сделал это заявление всего несколько часов назад. Насколько мне известно, с тех пор телефонного разговора с Мухаммедом бин Салманом не было. Однако президент поднимал этот вопрос и в предыдущих беседах, а также неоднократно говорил об этом публично. Почему Саудовская Аравия может получить соглашение о гражданской ядерной программе, а Иран нет? Повторю, соглашение все еще находится в стадии подготовки. Мы надеемся, что оно будет окончательно согласовано при соблюдении условия, о котором президент говорил сегодня утром. В нынешнем виде соглашение предусматривает приоритетный доступ американских компаний к саудовской программе гражданской ядерной энергетики. Это принесет выгоду американской промышленности, рабочим и цепочкам поставок. Таким образом, обсуждаемая сделка полностью соответствует принципу «Америка прежде всего». А это, безусловно, очень важно для президента. Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Соединенные Штаты 24 сентября. По его словам, одной из ключевых тем переговоров станет развитие искусственного интеллекта. Я всегда говорил, что целью Америки должно быть доминирование в будущем. И это включает в себя лидерство в области искусственного интеллекта. Это очень важно. И, на мой взгляд, это даже больше, чем, честно говоря, я думаю, это больше, чем интернет. Это больше, чем все, что человечество когда-либо видело. Возможно, однажды появится что-то еще более значительное. Наверное, так и будет. Но на сегодняшний день искусственный интеллект — это, вероятно, самое важное явление, которое когда-либо видел мир. И тот, кто выиграет эту гонку, скорее всего, выиграет все. И повторю, сейчас мы опережаем Китай. Мы хотим сохранить это преимущество. Председатель Си приедет к нам 24 сентября. Мы обсуждали это, когда я был в Пекине. И продолжим обсуждение во время его визита. Он был очень впечатлен тем, чего нам удалось добиться. Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По итогам торгов стоимость нефти марки Brent впервые за 2 месяца превысила $100 за баррель, завершив сессию на отметке $100.69. Американская нефть WTI подорожала более чем на 6%, до $92.19 за баррель. С начала июля Brent прибавила около 40%. Рост цен связывают с усилением напряженности в районах Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов, которые являются ключевыми маршрутами мировой торговли нефтью. На этом фоне также выросла доходность американских гособлигаций, а основные фондовые индексы США завершили торги снижением. Премьер-министр Ирака Али Аз-Заиди
прибыл с двухдневным визитом в Тегеран, где провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе официальной церемонии стороны подтвердили курс на развитие двустороннего сотрудничества. Во время визита были подписаны несколько меморандумов о взаимопонимании, в том числе в сфере международных автомобильных грузовых перевозок, а также соглашение о развитии партнерских связей между Тегераном и Багдадом. По словам Ас-Заиди, на переговорах обсуждаются вопросы двустороннего взаимодействия, региональная ситуация, а также усилия по укреплению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Визит проходит сразу после пятидневной поездки иракского премьера в США, где он встретился с президентом Дональдом Трампом. После Ирана Ас-Заиди планирует посетить Турцию, Саудовскую Аравию и Сирию. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что ситуация на Ближнем Востоке выходит из-под контроля и приближается к опасной черте. На заседании Совета Безопасности он призвал прекратить боевые действия в регионе, восстановить свободу международного судоходства и добиваться урегулирования конфликта исключительно дипломатическим путем. Госпожа председатель, ваше превосходительство. Сегодня конфликты становятся все более многочисленными, сложными, продолжительными и масштабными. Мы наблюдаем тревожное пренебрежение международным правом, а безнаказанность распространяется все шире. Нарушения остаются без ответа. Каждое нарушение, оставшееся без ответа, становится прецедентом для следующего. Доверие разрушается, а достижение и сохранение договоренностей путем переговоров становится все более трудной задачей. Когда стороны делают ставку на военные решения, вместо переговоров самую тяжелую цену платит гражданское население. Мы видим это во всей полноте на Ближнем Востоке, где последствия оказываются разрушительными как для региона, так и для всего мира. Ситуация выходит из-под контроля. Она балансирует на грани немыслимого. Регион втягивается во все более широкий круг противостояния. Один кризис порождает другой, одна эскалация вызывает следующую. Военного решения этого конфликта не существует. Боевые действия должны прекратиться повсюду в регионе. Международные права и свобода судоходства в районе Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов должны быть полностью восстановлены. Дипломатия — единственный путь вперед. Именно эту последовательную позицию я продолжаю доносить в ходе своих контактов с мировыми лидерами. Хочу отметить посреднические усилия Пакистана и стран региона, направленные на снижение напряженности и создание условий для диалога. Эти усилия необходимо поддерживать и укреплять ради достижения мирного и долгосрочного урегулирования. Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с представителями американской оборонной компании Raytheon, одного из производителей систем противовоздушной обороны Patriot. Делегацию возглавил вице-президент компании по наземным и воздушным системам ПВО Джозеф Д'Антона. Мы очень благодарны вам и всем сотрудникам вашей замечательной компании. Благодарим вас за этот визит. Благодарим президента Трампа. Благодарим за двухпартийную поддержку и народ Соединенных Штатов. Мы гордимся тем, что у нас такие хорошие отношения, и надеюсь, что сможем развивать их дальше. Мы очень благодарны за все, что вы уже сделали для нас. Сегодня мы хотим обсудить системы Patriot, ракеты, лицензии, совместное производство. И, конечно, мы будем рады реализовать новые совместные интересные проекты. Мы открыты к этому. Добро пожаловать в Украину. Представитель Raytheon, в свою очередь, заявил, что компания намерена продолжать сотрудничество с Украиной, украинской оборонной промышленностью и властями США для развития возможностей наземной противовоздушной обороны. Господин президент, мы хотели бы поблагодарить вас и ваше руководство за уделенное время, за гостеприимство и за то, что вы всегда рады вновь принимать нас в Украине, где мы можем работать вместе с вами, вашим правительством, военными и промышленными партнерами. Для украинской команды Raytheon и RTX этот путь стал очень значимым опытом. Мы рады возможности и дальше развивать потенциал наземной противовоздушной обороны для украинского народа и украинских военных. Мы рассчитываем продолжить работу вместе с вами, нашим правительством и правительством США, чтобы и дальше обеспечивать Украину необходимыми средствами защиты. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин прибыл в Киев с официальным визитом и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам встречи стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины, а также ситуацию вокруг поставок ирландского глинозема в Россию. Главное, чтобы этот материал не попадал в Россию. Он не должен использоваться при производстве ракет и не должен финансировать эту войну. Если Ирландия может предпринять дополнительные внутренние шаги, мы будем поддерживать такие процессы. Глинозем никогда не находился под санкциями, и именно в этом заключается одна из проблем.
Европейская комиссия никогда не предлагала включить глинозем в санкционный список. Наше расследование практически завершено. Оно не выявило конкретных или окончательных доказательств того, что глинозем поставлялся российским производителям вооружений. При этом расследование также не установило окончательно, что глинозем не мог поставляться производителям вооружений. Поэтому ситуация остается сложной. Сейчас мы передадим результаты расследования Европейской комиссии, поскольку это вопрос не только Ирландии, но и всего Европейского Союза. Также на пресс-конференции Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время состоится встреча с представителями президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Они поделятся с нами своими идеями, у нас состоится встреча. Думаю, они хотят представить свои предложения нам и россиянам. Пока я не знаю, когда именно пройдет эта встреча. Но, скорее всего, мы сможем провести ее в Соединенных Штатах Америки вместе с американской стороной, разумеется. Думаю, эта встреча может состояться уже в ближайшие дни, в течение следующей недели. Назначение президентом Владимиром Зеленским 43-летнего генерал-майора Михаила Драпатова главнокомандующим ВСУ получило почти всеобщую поддержку и помогло снизить политическое напряжение в Киеве, пишет британская The Guardian. Издание отмечает, что Драпатый принадлежит к поколению командиров, сформировавшихся за 12 лет войны. Он одним из первых начал активно применять беспилотники, передавал больше полномочий младшим офицерам и открыто выступал против советского управления, микроменеджмента и сокрытия проблем в армии. А вот что новоназначенный главнокомандующий сказал в интервью проекту «Украинер» накануне. Когда уже началось нагнетание обстановки в нашем Крыму, когда там появились зеленые человечки, когда вопрос сепаратизма подняли в районах Донецкой и Луганской областей, когда предпринимались попытки захватить областные органы и все институты власти, когда все это нагнеталось в информационном пространстве, мы помним, как лидер государства-агрессора ставил вопросы и об аннексии, и о вводе войск. Как к нему обращались с просьбой ввести войска на территорию суверенного государства? Разумеется, это в какой-то степени вызывало страх. Мы понимали, что уже должны готовиться к войне, к ведению боевых действий. Поэтому и командование части, и я, как командир батальона, настраивали младших командиров на то, что необходимо качественно привести подразделение в боевую готовность, восстановить и доукомплектовать их, быть готовыми ко всему, в том числе к тому, что нам придется применять оружие и что оружие будут применять против нас. Верность присяге требует от любого военнослужащего, гражданина нашего государства, защищать суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность страны. На первом этапе, признаюсь откровенно, возможно, присутствовал определенный страх. Потому что это была совершенно новая обстановка, неизвестность, что произойдет и как все будет. Но в итоге мы видим, что соседом это вообще не назовешь. Это нация с руководством, которая не имеет права на существование, в котором нет ничего цивилизованного. За 1000 лет там ничего не изменилось. Ни в ментальности, ни в имперском и агрессивном поведении. Поэтому еще до 2014 года я все же подозревал, что без войны не обойдется. После 1991 года вся политика, к сожалению, иногда и наши собственные действия, не всегда была направлена на достижение полной независимости от Российской Федерации. Поэтому это было лишь вопросом времени. Чехия рассчитывает расширить военно-техническое сотрудничество с Сербией. Во время визита в Белград премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага надеется продать Сербии учебно-боевые самолеты Skyfox производства компании «Аэроводоходе». Я надеюсь, что после сегодняшних переговоров нам в итоге удастся продать сюда наши самолеты Skyfox производства «Аэроводоходе» и даже предложить Сербии их в модификации под «Рафаля».
Вы уже приобрели Рафаль, а Skyfox — это учебно-тренировочный самолет. Если все получится, а я надеюсь, что так и будет, ваши пилоты, проходя подготовку на Skyfox, будут ощущать себя так, словно находятся в Рафале. Кроме того, у нас есть отличный самолет Л-410, который мы также предложили вам. Мы готовы предоставить финансирование его покупки. Здесь есть большие возможности для дальнейшего сотрудничества наших компаний, которые уже успешно работают в Сербии, таких как ППФ и Матони. В Белграде также подчеркнули заинтересованность в дальнейшем экономическом сотрудничестве с Чехией. Я хотел бы выразить огромную благодарность премьер-министру Бабишу и Чешской Республике за поддержку Сербии на ее европейском пути. Мы обсуждали этот вопрос, и я сказал, как рациональный и реалистичный человек, понимающий, как устроен Европейский Союз, позицию европейских лидеров и происходящие процессы, что самое важное для Сербии в ближайшие годы — стать частью единого европейского рынка и иметь открытые границы как в регионе, так и со всеми государствами, членами Европейского Союза. Правительство Великобритании объявило о снижении на 20% налога на коммерческую недвижимость для пабов, клубов и концертных площадок. Новые ставки вступят в силу с апреля следующего года. По оценке властей, среднестатистический паб сможет сэкономить около 1100 фунтов в год, а мера затронет почти 32 тысячи заведений. После объявления премьер-министр Энди Бёрнам посетил один из пабов в городе Харлоу, где заявил, что традиционные британские пабы являются частью национального наследия и нуждаются в государственной поддержке. Финансировать налоговые послабления правительства планирует за счет пересмотра льгот для видов бизнеса, которые, по мнению властей, наносят социальный вред. Пабы должны знать, что помощь уже в пути. Для меня это часть нашего наследия, часть культуры рабочего класса. Если паб закрывается, он, как правило, уже не возвращается. Поэтому важно показать, что мы готовы поддержать их, когда это возможно. Именно поэтому я сделал это заявление так рано. Это существенное снижение ставок налога на коммерческую недвижимость, который платят пабы и другие заведения. Для многих предприятий, испытывающих трудности, это может стать решающим фактором. Речь идет о создании такой системы налогообложения коммерческой недвижимости, которая будет поощрять и поддерживать бизнес, приносящий пользу обществу, и по-другому относиться к тем видам деятельности, которые наносят социальный вред. Именно такие изменения мы намерены провести. Для меня пабы — это сердце наших главных улиц. И мне важно с самого начала моего пребывания на посту премьер-министра дать понять, что я буду их защищать. Я буду выступать в их поддержку и предпринимать конкретные действия. Ведь главное — это не слова, а дела. Сегодня я делаю конкретный шаг. Возможно, это не все, чего они ожидают, но иногда даже небольшие меры имеют большое значение. Канада отменила совместную с США церемонию открытия международного моста Горди Хоу, который соединяет канадский Виндзор и американский Детройт. Власти объяснили решение недавними торговыми мерами и угрозами новых пошлин со стороны президента США Дональда Трампа. При этом запуск движения по мосту, как и планировалось, состоится 27 июля. Канадская сторона проведет отдельное мероприятие 24 июля без участия американских представителей. Новый мост стоимостью $4,7 миллиарда должен разгрузить крупнейший грузовой переход на границе двух стран. Мост Амбассадор, через который проходит значительная часть двусторонней торговли. В столице Албании вновь прошли массовые антиправительственные протесты, переросшие в столкновения с полицией. Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ после того, как часть демонстрантов начала бросать в их сторону яйца и бутылки. Акции продолжаются уже почти 2 месяца. По словам организаторов, причиной протестов стали планы строительства крупного курортного комплекса на побережье Адриатического моря. Проект связывают с американским инвестором Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа. Активисты утверждают, что застройка угрожает охраняемой природной территории и является примером непрозрачного распределения государственных ресурсов. Они продают Албанию. Они отдают страну иностранным инвесторам ради прибыли и в интересах высокопоставленных чиновников, тех, кто входит в этот 1%, тогда как остальная часть страны живет в бедности. Конечно, мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы интересы каждого были представлены должным образом, чтобы правительство нас слышало, и чтобы любой важный закон, который касается нашей страны или каким-либо образом меняет ее, сначала выносился на рассмотрение народа. Правительство должно уйти в отставку, после чего необходимо сформировать техническое правительство сроком на 1 год. Нужно отменить все эти законы, касающиеся защиты природы и стратегических инвесторов. Мы также считаем, что премьер-министр не должен занимать должность более 2 сроков, а не 4. Мы просто требуем, чтобы премьер-министр Эди Рама ушел в отставку. Сотни и тысячи людей в Албании протестуют, в том числе представители албанской диаспоры за рубежом. Мы не прекращали протесты ни на 1 день с 1 июня этого года.
И мы твердо намерены продолжать протестовать до тех пор, пока это правительство не уйдет в отставку. Албанские власти отвергают обвинения. Премьер-министр Эди Рама ранее заявлял, что протесты носят политический характер и организованы его оппонентами. Между тем, в этом месяце Reuters сообщил, что прокуратура расследует обстоятельства сделки по продаже земли под будущий курорт. Следствие подозревает одного из продавцов в подделке документов на право собственности. Сам предприниматель и девелоперы обвинения отвергают. Китайский автоконцерн Geely и американская компания Ford объявили о совместном проекте по выпуску электромобилей в Испании. Производство 2 электрических кроссоверов под брендом Geely планируют начать в 2028 году на заводе Ford в городе Альмусафис, недалеко от Валенсии. Совместное предприятие будет принадлежать Ford на 2/3, а Geely на 1/3. Проект стал частью стратегии обеих компаний. Geely получает производственную площадку в Европе на фоне подготовки новых требований Евросоюза к локализации выпуска электромобилей, а Ford — возможность загрузить свои производственные мощности. Решение реализовать этот новый проект именно здесь говорит об очень важной вещи — о способности Испании привлекать крупные инвестиции и участвовать в масштабных преобразованиях, которые определяют будущее мобильности. Безусловно, Ford привносит опыт работы на европейском рынке, производственные мощности и силу бренда, который тесно связан с этим регионом, с Валенсией и, конечно, со всей Испанией. Geely, в свою очередь, предоставляет свои технологические платформы, компетенции в области электрификации, высокую скорость разработки и глобальный охват, что существенно расширяет перспективы завода в Альмусафисе в рамках новой модели устойчивой мобильности. Европейская комиссия впервые применила финансовые санкции в рамках закона о цифровых рынках и оштрафовала компанию Google почти на 890 миллионов евро, или около $1 миллиарда. По мнению Брюсселя, американский IT-гигант нарушил новые правила, направленные на ограничение рыночного влияния крупнейших технологических компаний и обеспечение честной конкуренции. Google утверждает, что мы ухудшаем положение их продуктов или мешаем американским компаниям внедрять инновации и работать в Европейском Союзе. На самом деле все наоборот. Позвольте прояснить ситуацию. Сегодня именно так называемые контролеры доступа препятствуют европейским инновациям и не дают европейским компаниям честно конкурировать и развиваться. Поэтому, накладывая эти штрафы, мы требуем от Google привести свою деятельность в соответствие с законом о цифровых рынках и обеспечить равные условия конкуренции, по крайней мере, на территории Европейского Союза. В самой компании не согласились с выводами Еврокомиссии. Google заявила, что рассматривает возможность обжаловать решение в суде. Вместе с тем, европейские регуляторы отметили, что компания уже предпринимает шаги для приведения своей деятельности в соответствии с требованиями нового законодательства, что может помочь избежать дополнительных санкций в будущем. В американском городе Албани началась поставка компонентов одной из самых современных в мире литографических систем для производства микрочипов. Оборудование компании ASML доставляют в исследовательский комплекс Albany Nanotech, где его планируют полностью собрать и ввести в эксплуатацию до конца года. Речь идет о системе High-NA EUV, новом поколении установок для экстремальной ультрафиолетовой литографии. Стоимость одной такой машины оценивается примерно в $400 миллионов. Она предназначена не для массового выпуска чипов, а для исследований и разработки технологий следующего поколения. Новая установка позволит создавать решения для будущих поколений искусственного интеллекта, квантовых вычислений и других высокотехнологичных устройств. Именно здесь будут разрабатываться микросхемы, которые могут появиться в потребительской электронике, автомобилях и промышленном оборудовании в ближайшие 5-7 лет. В IBM отмечают, что современные технологии позволяют не только уменьшать размеры транзисторов, но и размещать их в несколько слоев. Это дает возможность повысить производительность микросхем, снизить энергопотребление и уменьшить стоимость производства. Власти штата Нью-Йорк рассчитывают, что инвестиции в исследования помогут укрепить позиции США в мировой полупроводниковой отрасли и создадут новые рабочие места. Комплекс в Олбани считается единственной в Северной Америке исследовательской площадкой такого уровня, где разрабатываются технологии производства микрочипов будущих поколений.